Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Недельный таро-расклад с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, каковы события ближайшего времени. Неделя не такой большой срок, но все же будем мы на этот срок реалистами, безусловно. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, все же мы все разные. И знак зодиака, увы, условно делится все же на 3 декады, и это часто совершенно разные энергии, но как вариант один из альтернативно возможных. Если мы допускаем, значит мы более подготовлены, нас сложнее застать врасплох. Хотя к вашему знаку зодиака где-то это вас, меньше всего касается. Хотя, если какие-то психологические ситуации, какая-то, как тайна, это, в принципе, может быть вполне за период осени в целом, потому что период большой ретроградности. Нас ведь тоже такое событие где-то может застать врасплох. Ну, это я так в общем и целом. Давайте посмотрим на неделю, на 7 дней, что вам расскажут карты. Первая карта, что важно знать, или какие энергии, или, может быть, сфера жизни, которой вам придется заниматься. Чего не избежать, или возможные неожиданности с 23 по 29 сентября. Чему сейчас не время, или какие энергии вам могут помешать. А что вам будет помогать, что вам будет радовать? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег, как видят карты. Личная жизнь. И на оракуле достанем карту «Совет». Оракул ангелов. Что вам подскажут карты? Каков их совет? Что для вас с 23 по 29 сентября? И в конце нашего расклада мы откроем ее. Итак, что же важно знать? Король кубков. Пожалуй, личная жизнь может быть на первом плане. Или, в принципе, придется согласовывать, решать, подписывать документы, важные переговоры проводить, и это будет где-то находиться на грани между чувствами и деньгами. Может быть, такие вопросы, как в личной жизни, да, куда потратишь, что приобрести. Может быть, и вопросы, связанные с детьми. По этой карте могут быть и вопросы, связанные конкретно с нашим партнером, если вы люди семейные или вы вместе с кем-то проживаете. Может быть, и не оформленные отношения, но все же близкие. Знаете, может проиграться и такая ситуация, когда это будет как родственник вашего партнера по браку или по вашему личному союзу. Самые разные направления, но это когда нам приходится примерять разум и сердце. Неожиданности. Вы знаете, нет неожиданности. Единственная какая-то ситуация, которую действительно нужно решить, потому что есть своего рода стопор, который уже надоел. И решение находится как раз в том, что вы словно не должны что-то удерживать. Если мы, может быть, и ситуация такова, продумайте, что же это может быть. Может быть, это, возможно, как действия ваши, методы, стратегию нужно поменять. По двойке жезлов это мы всегда словно курсируем от одного жезла к другому. Или есть сам по себе выбор, а мы его никак не можем сделать. Может быть, у кого-то из вас личная ситуация, все же король кубков, и тогда карта, так отдаленно будет говорить, вы... Может быть, кто-то из вас на 2 дома живет. Я такое тоже не могу исключить. И вроде бы как есть выбор, который нужно делать. Может быть, этот выбор как раз и состоит между чувствами и какой-то практикой или материализмом. Но тут та ситуация, может быть, вы и ждете, что она решится сама. Вряд ли. Тут придется как-то принимать участие все же. Чему сейчас не время? 4 жезлов, шикарная карта, праздник после победы, поэтому есть что-то доброе, есть радостное. И вообще, надо сказать, какая-то такая энергетика на этой неделе может быть лояльная более или более демократичная. Все же у нас король кубков умеет со всеми договариваться, он великий дипломат. И вроде праздник есть. Или настроение есть хорошее, или настроение, когда не хочется никому ничего доказывать. И где-то 2 жезлов, она
тоже нам как раз и говорит, что вроде и есть какой-то вопрос, который нужно решить, но мы либо топчемся на месте, ждем, когда как-то там само разберется, либо надеемся, что за нас, может быть, кто-то решит по вопрос, или как-то обстановка поменяется. Есть желание приятных эмоций и по четверке жезлов, если мы говорим праздник. Но в позиции, чему сейчас не время. Не время успокаиваться. Конкретно не время может быть и для праздника какого-то. Ведь это карта еще уверенности, надежности в себе, или в своих делах, как у вас идут финансы. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и финансы. И тут нельзя ослаблять контроль. Вот я вижу так. И может быть даже это касается вопрос действительно какого-то торжества. Но, по крайней мере, то, что говорят карты, не время. Ну, если ничего не отменишь, правда, ну, мало ли что карты говорят. Может быть, как-то не столь помпезно обойтись, ну, каким-то более таким скромным мероприятием. Что же вам будет помогать? Как будто вы можете во что-то вложиться, а это будет напрасно. Либо вы уйдете, либо человек уйдет. Либо какая-то обстановка поменяется. Может быть, отчасти двойка жезлов вы и чувствуете, словно в воздухе. Воздух перемен, да, или как, ну, какая-то энергетика такая уплотняется, сгущается. У вас может как раз интуиция работать в эту неделю как-то по-особенному. Вы можете, ну, буквально предвидеть какие-то события, опираясь как и на прежний опыт, или к чему уже какой-то итог подошел, или до какой степени развилась ситуация, что у нас есть на данный момент. Проанализировать то, что было в прошлом, и для себя, правда, по стратегии и тактике вы как раз можете очень хорошо сориентироваться. Это когда мы ищем выход, и мы его находим. И здесь, правда, какая-то ситуация у кого-то в личной жизни, у кого-то по части, откуда ко мне приходят деньги, или это бизнес, или какие-то важные согласования, может быть так. Выход вы найдете, мои дорогие. А если для кого вот эта двойка жезлов, которая у нас в позиции выпадает как неожиданность, может быть тот как раз вопрос, который у вас стоял на паузе, или вы все никак не могли решиться на что-то, вы вполне вероятно решитесь на этой неделе. У кого-то проиграется и так, как будто наш герой стоит в гавани и, ну, условно медитирует, но он не смотрит в сторону кораблей. Но вроде как корабли подходят ближе, и предполагается, что он куда-то уплывает или отправляется. А у нас восьмерка кубков говорит конкретно: отправляйся. У кого-то это может проиграться так, что, допустим, есть тот вопрос, который вам нужно просто кратковременное какую-то совершить поездку, путешествие, чтобы в другой местности увидеть своими глазами, с кем-то договориться. И тогда договориться вы сможете. Вот просто нет времени празднику, видимо, какие-то... Или не получится что-то. Может быть, и банально, у кого-то из-за спешки или какой-то занятости, или обстановки вокруг, праздник какой-то может у вас перенестись, мои дорогие овны. Что скрыто? Да ничего не скрыто. Разве что вы можете скрывать, кстати, вот этот может быть момент. И как раз по части хотите определиться, допустим, откуда к вам приходят деньги или в каком количестве. Где-то и деньги можете скрывать, свою личную историю можете скрывать, личную историю счастья. Не захочется о себе вот именно все то, что касается вашего благополучия, вообще кому-либо рассказывать. А если вопрос стоит в выборе между партнерами, тогда вы даже на какие-то наводящие вопросы человека будете стараться уходить, не рассказывать о себе. Конечно, десятка пентаклей по максимуму, всячески положительная карта. И она говорит, что у тебя сейчас прочная позиция, но, может быть, нужно все сохранять. Или максимально себе где-то тоже не навредить. Все-таки у нас связь поколений, несколько поколений изображено на карте. Может быть, и какой-то финансовый вопрос. Прежде чем подписать какой-то документ или на что-то решиться, нужно что-то просчитать. Буквально математический подсчет. Или как работает в отношении меня закон, хотя нам немножко не об этом и нет мечевых пока, по крайней мере, карт. Но в позиции скрыта очень ресурсная карта, понимаете?
И можно, конечно, сказать, что вы какого-то своего ресурса не видите, поэтому не можете это сделать выбор. Но все же я так понимаю, что карта где-то рекомендует о себе много не распространяться. Это вам помогает. Молчание словно золото. И это вторит карта Король Кубков. Он много о себе не рассказывает. Больше такие нейтральные энергии. По нему или по его лицу никогда не считаешь, что же он на самом деле думает. Ну, и это то, что важно знать. Дело, работа, бизнес. Еще одна карта. И действительно она говорит на сохранение. Значит, не время 2 четверки, не время какую-то вносить, знаете, перетрубацию в вашу жизнь или проводить какие-то важные изменения или ломать какой-то порядок. Все-таки определиться, да, может быть и стоит. Или сделать для себя вывод. Может быть, это касается ваших внутренних убеждений. Но по 4 пентаклей это карта жадины. И тут однозначно говорят, сохраняй. Финансы. Хотя тут и про финансы тоже сохраняй. И 10 жезлов сохраняй себя, потому что это карта, ну, буквально усталости. Уставшие люди делают ошибки. Поэтому карта приглашает делегировать какие-то обязанности свои для кого-то другого. Мы говорим не только это, хоть и мы смотрим на деньги, но ваша ресурсность, нам об этом сказали. Может быть, не включаться в тот вопрос, обещая кому-то свою помощь, вот этому не время. У вас как будто у самих, мои дорогие, овны дел по горло. И уже буквально есть смысл где-то подумать о распределении ваших каких-то обязанностей и сил. Иногда нам по карте 10 жезлов нам дают совет: нормализуй режим труда и отдыха, потому что нересурсность какая-то выпадает и усталость на позицию о деньгах именно. И хотя деньги и есть, вот я сказала, сохранять, и я могу предположить, что вы просто можете подвести какой-то итог, сколько или доколе я буду кому-то помогать. Или словно служить кому-то буфером своеобразным, финансовым. Может быть и так, мои дорогие. И вам захочется, скорее всего, от чего-то отказаться, сбросить вот этот гнет. Или вот эти 10 жезлов, которые в прежнее время вы изрядно тянули. Потому что и уже как и целесообразности нет, вот и где-то проигрывается. Король кубков, и мы сказали, личная жизнь и вроде как вопросы финансов. Надо выйти из какой-то ситуации для вас буквально красиво. И первое, что вам помогает, молчание. В позиции, что скрыто, ваше благополучие. Подумайте, очень тонкий нюанс. Деньги есть, деньги будут. Но пока не время, как и демонстрировать, если мы говорим праздник. Не время даже внешне, понимаете, производить впечатление человека, который, ну, в принципе, доволен собой, самодостаточного, уверенного. Все же у нас король кубков. А он, если нужно, он нужную маску всегда оденет. Поэтому несколько не ваши энергии, но это вам помогает. Может быть, и люди вокруг тоже хитрят, мои дорогие. Так тогда у вас других вариантов как будто нет. Нужно действительно свое благополучие сохранять. Может быть, вы от чего-то и откажетесь. В личной жизни тут как и планов, так и вариантов. 7 кубков – это когда, ну, много чего мы можем совершить. Или когда есть варианты какие-то к решению вашего семейного вопроса, и тут у каждого по-своему, или вашей паре, или, может быть, и варианты покупок, у кого-то так может совпасть. А для тех, кто один или одна, мои дорогие, тут может быть такая ситуация, что, ну, кто знает, и правда не один партнер, а когда есть выбор какой-то, и с кем я останусь душой, именно вы будете людей чувствовать через чувства, через эмоции. Может быть, вам это и не очень где-то свойственно, но вам захочется этих эмоций приятных, где-то заботливых, тех эмоций, которые дают своеобразный релакс или какую-то негу. Вот именно не напора хочется, а больше какой-то расслабленности вам на этой неделе. И где-то за счет этих энергий может такая, знаете, быть прокрастинация, когда мы по 7 жезлов
Нам надо делать выбор, а мы все никак его не можем сделать, затягиваем что-то. И где-то двойка жезлов нам ведь тоже об этом говорила. Сколько ни думай, но с чем-то определяться придется. И после того, как мы определимся, нам как будто это событие помогает. Поэтому некоторая затянутость ситуаций может быть. И я бы сказала тогда, на всю неделю, мои дорогие овны, сами по себе приятная очень энергия, спокойная. И даже сложные вопросы вы как раз решаете. И если нужно Соломоново решение, примите, договоритесь со всеми. Но карта жадины. Вот сохраняйте какие-то свои позиции, сохраняйте свое благополучие. О себе много не рассказывайте. Какой-то праздник или какая-то помпезность, ну точно, этому сейчас не время. Время отдыху, время сохранению, время подведения какого-то баланса. Давайте посмотрим, что нам дадут в советах. В следующие ближайшие недели, вот конкретно говорит так карта, может быть какая-то ваша задумка как раз и будет осуществлена не на этой неделе, а через неделю. Поэтому я могу сказать, что тормошить себя на эту неделю определенно не стоит, а вот сохранять самое время. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.